Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 16 по 22 марта. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот период, в этот отрезок времени, и какие вам карты, соответственно, на каждый день недели выпадут. Основная колода у нас Таро неба и земли. Сейчас я ее перед вами перетасовываю. Дополнительная колода у нас будет Таро Тота, Таро Алистера Кроули, которую я также сейчас перед вами перетасую. Расклад мы делаем на этих двух колодах. Первая основная, вторая для дополнения. Теневую карту покажет или теневой аспект основной карты. Может быть, каким-то образом позволит ее больше разъяснить. Да? Расклад общий, расклад не персональный. Надеюсь, тем не менее, большинству из вас это видео подойдет, окажется полезным. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы. Подписывайтесь тоже, Козероги. Не забывайте, кому это видео понравилось, кому оно было интересно. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает наших Козерогов в этот отрезок времени. Начнем с основной колоды. Итак, понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, и воскресенье. Итак, давайте посмотрим, что здесь у вас есть. У нас есть первая карта. Это карта принцессы Пентаклей. Это карта земной стихии, вашей стихии, да, земного знака зодиака. Да, может быть, здесь по этой карте вы проявляете себя как такой очень трудолюбивый человек, как очень усердный человек в каких-то вопросах, где вы можете использовать хорошие шансы или возможности, которые стучатся к вам в дверь, потому что этот паж, он приносит пентакль, приносит монетку, то есть это выгодная возможность, которая может у вас быть. Возможность заработать, в конце концов. Возможность научиться чему-то, что может принести вам деньги. Потому что паж Пентакли — это ученик тоже. Это хороший, не знаю, ученик, студент, который впитывает знания как губка, чтобы потом их применить на практике, получить деньги. То есть это все равно как возможность выгоду какую-то здесь получить. Может быть, вам подарок какой-то здесь дарят. Не знаю. Но вот здесь достаточно неплохая карта у вас. Первая выпадает. Давайте посмотрим, что здесь еще у вас есть. Еще дополнение у вас карта туза Пентаклей, тоже деньги, Пентакли, может быть поступление какое-то финансовое, денег, может быть вы зарабатываете здесь деньги, ощущение процветания и независимости, да, что вот я молодец, я могу, я развиваю себя там в своих навыках, я умею зарабатывать деньги, я чувствую, что я достиг больших вершин, может быть, да, могут вас хвалить здесь за что-то, за какие-то ваши успехи в учебе или в работе. А дальше идет туз мечей, еще один туз, и эта карта решения каких-то вопросов, каких-то проблем, каких-то задач, когда вы ведете себя очень смело и решительно, знаете, как говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. То есть вы здесь уже понимаете, что если вы что-то делаете наверняка, действуйте очень смело по тузу мечей. Может быть, какая-то идея возникает или мысль приходит в вашу голову, как решить какой-то вопрос, потому что мечи — это идея. Да, это мысль, которая возникает в голове, это не всегда действие, но это, по крайней мере, мысль, как это можно сделать. Может быть, какой-то выход из запутанной ситуации, сложного лабиринта, в котором вы находились. Давайте посмотрим, что здесь еще у вас может быть. Еще здесь у вас есть снова туз мечей, то есть я при вас карты достаю, и вы видите одни и те же карты из разных колод. Значит, эти карты, выпадая одна на другую, показывают все-таки значение, да, важность именно этой карты здесь во вторник. То есть у Козерогов решение какой-то ситуации, какого-то вопроса, вопроса, который нужно просто мечом рубить, решать и не медлить, потому что это тоже, знаете, вот когда что-то отрезается, это быстро происходит. Это не что-то медленное, это вот раз и все. То есть вы должны что-то, может быть, здесь отсечь, что-то завершить, что-то прекратить, от чего-то освободиться, как дерево срубить, да, то есть что-то вот, как прическу новую сделать, там, не знаю, волосы срезать, то есть все срезали и нету, и новый имидж. То есть вот что-то поменять или что-то такое кардинальное сделать, какую-то проблему решить.
Дальше идет король пентаклей. И вот здесь земная стихия, ваша стихия, снова как будто бы вот о стабильности, о независимости финансовой, об умении зарабатывать деньги, умении здесь правильно этими финансами распоряжаться, о том, что вы, если вкладываете во что-то деньги, вы знаете, во что вы вкладываете деньги, зачем, как, почему, да, то есть вот вы как будто бы как хороший стратег, хороший аналитик, хороший бизнес какой-то, бизнес-аналитик, да, здесь также, то есть хорошим чутьем обладаете касаемо денег, достаточно умны здесь и проявляете свой ум максимально вот в правильное русло его направляете, и это способствует как-то вашему процветанию, заработку также. Можно говорить также по королю Пентаклей о том, что вы очень терпеливы. То есть он, вот, король Пентаклей, он такой размеренный, стабильный, спокойный, серьезный, умеющий зарабатывать деньги. Итак, давайте посмотрим дополнение, что здесь еще у козерожиков есть. Еще здесь карта восьмерка кубков. Восьмерка кубков о каких-то моментах, где вы можете быть немножечко не уверены в том, что здесь происходит у вас, что вы делаете. Может быть, по восьмерке кубков здесь может быть какая-то и неуверенность в... Сейчас, секундочку, простите. Какая-то неуверенность в том, допустим, что будет, как принесет вам, да, результат, соответственно. Сейчас я водички чуть попью, потому что... Может быть, какая-то неуверенность в том, опять-таки, по восьмерке кубков, насколько вы сможете, может быть, потянуть какую-то ситуацию финансовую, знаете, вот, допустим, то есть что-то вы там спланировали, решили касаемо денег, не знаю, съехаться, допустим, с кем-то, или наоборот уехать, жить отдельно, и думаете, потянули аренду, смогу ли, сделаю ли, скорее всего, сможете, да, или там смогу ли, там, поменяв работу, обеспечить семью, или вот что-то в таком духе тоже, скорее всего, сможете. Хотя сомнения могут возникать из-за этого. Восьмерка кубков также она показывает и какое-то, может быть, разочарование или какой-то честный разговор, который у вас происходит, может быть, с человеком земного знака, у кого общение с такой вот персоной может быть. То есть девы, тельцы, козероги, может быть, да, какой-то разговор здесь, который вас может немножечко разочаровать, втолкнуть в такое состояние неуверенности, может быть, или вот такая честная здесь беседа, которая может тоже неприятный какой-то осадочек оставить, или кто-то может уезжать, уходить здесь, может быть, земной знак зодиака от вас, или вы там с кем-то прощаетесь, кто-то уезжает. Также восьмерка кубков. Восьмерка кубков. Может быть, кстати, какая-то командировка у кого-то из вас, знаете, командировка рабочая. Дальше идет тройка в старших арканах императрица. Карта знака Телец. Может быть, общение с Тельцом. Я уже говорила, могут присутствовать земные знаки зодиака здесь. Но также вот карта императрица, она в целом, вот этой материнской энергии, энергии плодородия, возможности создавать жизнь, возможности воспитывать, возможность что-то передавать, какие-то знания. Может быть, в целом о духовной силе, которой вы здесь обладаете, как женщина, если смотрят женщины. У кого-то, кстати, может быть общение с такой женщиной, если мужчины смотрят также, да, то есть, может быть, она говорит о маме, о жене, да, вот такой императрица. Императрица. Может быть, здесь какие-то важные вопросы решаете, касающиеся ваших детей, воспитания ваших детей, решения каких-то их вопросов. Либо здесь речь там о беременности может идти, о разговорах о беременности или новости беременности, какие-то вообще вот вопросы фертильности, которые могут решаться по императрице. Все, что здесь работа, какая выполняется, она, скорее всего, тоже направлена на рост, на вот какой-то, на прибыль, потому что это все, что приумножается, растет, развивается вместе с картой императрицы. Давайте посмотрим, козероги, что здесь еще у вас есть. На четверг карта восьмерка жезлов, динамика, быстрые перемены, которые связаны с такой императрицей, с такой женщиной, мамой, женой,
да? Или какие-то вопросы в вашей жизни, если вы женщина, может быть, которая сдвигаются с мертвой точки, да, такой зеленый свет, который загорается на светофоре, какой-то прогресс, хорошее развитие, хорошая динамика, которая здесь наблюдается. Ну и также, опять-таки, если это работа, если это какие-то дела, то здесь хороший прогресс в делах, хороший рост. Дальше идет колесо фортуны, успех и удача, которая на вашей стороне. Опять-таки вы уверены в хорошем результате, вы уверены, что вы все правильно делаете, и, скорее всего, фортуна вам улыбается. Колесо фортуны крутится независимо от того, хотим вы, не хотим мы этого, да, то есть оно запустилось, и это какие-то события, которые вот вы не можете на них повлиять. То есть они происходят в вашей жизни, но это, скорее всего, в лучшую сторону. То есть это хорошо для вас, это в плюс, и этому нужно радоваться по колесу фортуны. Даже если что-то не совсем складывается, как вам, возможно, хочется, или как это вписывается там в вашу картинку идеального, но здесь события, которые в вашу пользу происходят по колесу фортуны. Давайте посмотрим козерожики, что здесь у вас еще в пятницу. В пятницу пятерка пентаклей, видите? То есть я же говорю, то есть может показаться, что это что-то не совсем для вас желаемое, но это на самом деле в плюс для вас идет, это хорошо. Вы можете испытывать беспокойство по поводу событий, которые здесь происходят. Вы можете переживать из-за каких-то, опять-таки, финансов здесь. Справлюсь или не справлюсь, смогу или не смогу какую-то ситуацию потянуть. Может быть, вы переживаете, что кто-то уезжает от вас, допустим, а вы из-за этого сильно переживаете. Или есть какие-то переживания там по пятерке пентаклей, ну, опять-таки, как неуверенность в завтрашнем дне. То есть, да, вот я вижу перемены, вижу изменения, но не уверена, как будет. Хорошо ли это для меня? Но это, скорее всего, для вас хорошо. Это хорошие изменения. Карта рыцаря пентаклей земной стихии, земного знака для вас, вашей стихии, показывает вашу такую терпеливость и спокойствие здесь, которое вы сохраняете. И по рыцарю пентаклей вы очень выносливы можете быть в этот день. Все, что вы делаете, скорее всего, делаете с таким спокойствием, выдержкой. Можете по рыцарю пентаклей на какие-то запланированные встречи, мероприятия ездить, или какие-то запланированные события здесь, соответственно, у вас могут быть. Могут быть какие-то ожидаемые, запланированные, я не знаю, встречи, визиты, люди, которые с вами встречаются, или просто даже запланированные события. Рыцарь пентаклей. Рыцарь пентаклей. Может быть и что-то связанное с земным знаком. Девы, тельцы, козероги. Здесь же еще воздушные весы, близнецы, водолеи выпадают по королеве мечей. Ну, здесь вы очень ответственны, вы здесь очень спокойны, очень терпеливы, стараетесь все контролировать, не торопиться в том, что вы делаете с этой королевой мечей. Неплохое сочетание на субботу. И дальше идет карта пятерка чаш, пятерка кубков. Человек, который разочарованно смотрит на перевернутые кубки и не видит хороших возможностей, перспектив, которые есть за его спиной. То есть здесь вы можете быть расстроены, опечалены какой-то ситуацией, которая, может быть, происходит в вашей семье там, или там, в ваших отношениях. То есть что-то не совсем так, как вам бы хотелось. И по пятерке кубков вы думаете, что это провал, что это неудача. Да, давайте посмотрим, что здесь еще у вас есть, козероги. И двойка жезлов. То есть вы находитесь в состоянии, где вы, ну вот не знаете, хорошо для вас это или плохо, та ситуация, в которой вы оказались. То есть, ну вот как будто стараетесь занять нейтральную позицию, стараетесь здесь не торопиться с принятием решений, понимаете, что вы как на перепутье каком-то находитесь, да? Когда вы не знаете, позитивно для вас эти перемены будут или негативными, соответственно. Ну вот здесь можете чувствовать и какую-то отстраненность в общении с окружающими, какое-то отношение без должной теплоты, которое вам бы хотелось. То есть какое-то чувство пустоты, возможно, и, ну, опять-таки, неопределенности, которая у вас может присутствовать почему-то в воскресенье. Итак, дорогие козероги, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю для вашего знака зодиака, неделю с 16 по 22 марта мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего, берегите себя и до скорого!